Господа, всем привет! С вами Петрович, и я рад вас приветствовать на канале Дед Драйв. Вот скажите мне для начала, чем занимаются нормальные люди, когда им становится скучно? Ну, вариантов просто гора. Запустить компьютерную игрушку, посмотреть кинцо, сходить погулять. Вообще все, что угодно можно придумать. Я не из таких. Я покупаю себе ведра. В целом, история данной машины не стала исключением. Когда-то давно она покупалась вообще для того, чтобы хоть как-то влиться в ретро-движуху. Планировалось потихонечку ее туда-сюда перекрасить, подшаманить, добавить какие-то элементы кастома, но жизнь несла свои коррективы. Все началось с того, что я основательно положил мотор. Сегодня у нас совершенно внезапно проект, который я вообще не планировал делать в этом году. Собственно, перед вами москвич 77-го года, стоящий на коленях. Ему очень плохо, короче говоря, он решил, что ему это надоело. Он у нас отхлебнул мотор, поэтому сразу с первой серии мы врываемся в какое-то говно. У нас стучит второй шатун. Ну, точнее как, я в этом ничего не понимаю, но знающий человек сказал, что стучит, значит, наверное, стучит. Вообще не уверен, что мы сможем его поменять сами, потому что у нас нет ни хрена, кроме двух, возможно, работающих лебедок. Мы начинаем, и я уже купил мотор. Прикинув вообще, что мне хотелось бы видеть внутри этого прекрасного кузова, я понял, что мне это вообще не по карману. Никакой V8 туда вообще не влезает. Идеологически там должен быть карбюратор. И в итоге дороги привели нас к родному мотору УЗАМ. Собственно, мотор был куплен у одного хорошего достаточно знакомого. Но мотор в состоянии, брат, я тебе зуб даю, мотор отличный. Вообще с москвича там у дедушки там стоял в гараже, там 12 тысяч пробег, отвечаю. Естественно, он был уже разобранный, естественно, при мне его никто не заводил. Сколько лет он стоял, непонятно. И как мы его перетаскивали, это была вообще лебединая песня. Так, давай к машине его. Кстати, ладно, не такой уж тяжелый. Его на бок надо просто на них. Ты же сказал на бок. Да. Маслица. Все. Да. Нахуй ты такой здоровый. Шпилька. За штаны прикусила. Ну, собственно, мотор притащили, дальше дело за малым. Всего лишь снять и поставить. Казалось бы, что тут сложного, надо начинать разбирать. Иди! Че, пружины? Пружинка, иди! Начали? А это что? Как? Что? Вон на тебе лежит плоскогубцы. Вперед! Она? Скажите пару слов на этот счет. Обосрался! Слушай, смотри, давай поразмыслим так. Вот у тебя отверстие для крепления, то есть он вертикально должен быть. Все, пиздец, тебя ебет. Что там еще дальше? У тебя вот здесь вертикально, да? Дальше у вас центр тяжести следующего объекта тоже Да. Куда он? Да, дальше просто у тебя трос об эту вот хуйню перетирается, блядь, и когда-нибудь оторвается, нахуй, весь ты движком там или что-то крепишь. В процессе вынимания мотора у нас возникли некоторые сложности, скажем так. Короче, у нас не откручивался коллектор, у нас тут вообще ничего не откручивалось, нафиг. И я зачем-то решил снять это все вместе с колоколом от коробки, нахер не знаю, но я его не хотел откручивать от мотора, там что-то много креплений. И сейчас он, короче, прям вот тик в тик выходит. Тут есть пару вещей, которые мы до сих пор не знаем, зачем нужны. Мы их не трогали, пока не разбирали, но придется. И сейчас у нас есть большая проблема с тем, что вот это вот, короче, не работает. Как мы это сейчас все будем доставать, в итоге я хрен его знает, придется еще откатывать туда-сюда машину. И при этом, чтобы оно все не рухнуло вниз. Я не знаю, как у нас это получится. Где-то здесь я ставлю фотку того, на чем это сейчас делается. Блядь, отсюда вообще везде. Нахуй я в это ввязался? Чё обратно?
Как я заебался, как скотина, но мы это сделали, мы его вытащили. Если он сейчас не отвалится, не упадет и ничего не сломает, я очень удивлюсь. Потому что пока все идет нормально, мы всего лишь поцарапали телевизор. А вот сейчас Чего? Чего вдруг? Нет, он просто переживает саму себя. Ой, намок, коллектор. Так, что мы тут наблюдаем? Ну и красота. Бля, ну на самом деле у меня до сих пор пригорает жопа с того, сколько там всяких вот этих болтово-гаечных соединений. Как просто, ну, нарежь резьбу в канале, да, и закрути туда болт. Нихера, мы сделаем сквозное отверстие, сделаем вот так болт насквозь, с обратной стороны гайку вот так вот, и к этой гайке ты нихера не подлезешь. А деды ключили рожковыми ключами, это все крутили. А вообще, блядь, железобетонные были у них пердаки, походу, потому что сейчас с трещоткой хер это разберешь. Я не знаю, у меня до сих пор пригорает с этих всех ремонтов, на самом деле. Именно вот из-за таких моментов, исключительно. Для вас прошло буквально несколько минут, а мы с моими воображаемыми друзьями всего лишь за одну ночь скинули этот мотор. Казалось бы, действительно ничего сложного, и уже пора бы брать новый мотор, собирать его и вкидывать на место. Но все вообще далеко не так просто. На самом деле, когда вы занимаетесь такой техникой, в процессе разбора вы сталкиваетесь с тем, что детальки, которые много-много лет никто не трогал, приходят в негодность. Целая куча каких-то маленьких патрубков, фитингов, обломившихся болтиков, прокладочек, сальничков. Это все составляет какое-то безумное просто количество, когда вы разбираете, ну, хоть сколько-нибудь далеко автомобиль. И теперь приходится основательно побегать и поискать это все, потому что 40-летней на минуточку машине уже не так-то и просто подобрать запчасти. И если на входе мотор у нас стоил всего лишь каких-то там невообразимых 6 или 7 тысяч рублей, то после того, как я подобрал все необходимые запчасти, ценник реально увеличился более чем вдвое. В общем, немножко я тут побегал по городу, купил всякого разного деталья. То есть у нас тут всякие патрубки, прокладок, комплект, сальники, что это такое, термостат, подушки, шланги, очистители. В общем, все, что нам в теории может потребоваться, когда мы будем это все собирать. Осталась одна, самая главная проблема. А чё где стояло? Почему здесь отверстие посередине? Какое? Вот это. Ну, допустим, что посередине, но даже здесь все равно криво. А здесь вообще хуй пойми что. Ну да. Оно вообще должно совпадать. Слушай, ну, скажем так, оно никому ничего не должно. Прокладка и совпадать, это как? Кажется, это хороший набор прокладок. Ну, оно совпадает. В усредненном варианте. Ну, неважно. Как говорится, если в среднем по палате едят голубцы, значит хотя бы кто-то ест мясо. С другой стороны, возможно, прокладка это совпадает, вот мотор не особо. Ну, да, вообще не исключаю такой вариант. Скорее всего, меня, кстати, закидают какахами за то, что я мажу здесь герметиком. Ну, по-другому типа никак. Я карбюратор на герметик собирал. Хотя, по-моему, он в принципе такого не предполагает. И без этого он текет, как скотина последняя. С двух сторон. Конечно. А смысл с одной мазать? Плоскости кривые, обе. Слушай, со времен школьной геометрии я помню, что плоскости и кривые это немножко несовместимые вещи. У конструкторов москвича по геометрии, наверное, был твердый прогул. Что такое плоскость, они не знают в принципе. Но по старой памяти это было так названо. Допустим, что мы введем понятие кривые плоскости параллельно. Что у них одинаковая кривизна. Скажем так, крест не плоскости, назовем это поверхность. Потому что это не плоскость. Поверхность это прям как-то по-научному, очень хорошо. Ну, это же москвич. Короче, вот так наши кривости должны, по идее, совпасть. Я почистил плоскости. Я собрал крепеж для масляного фильтра. Мы поставили впускной коллектор. Нам осталось всего лишь все остальное. Сейчас еще бензонасос поставим. Впускной, помпа,
подушки, стартер. Кстати, стартер хуй. Надо сначала маховик. А маховик мы поставим, потому что нет сцепления. Да. А спереди мы валы не поставим, потому что нету байковерта. Да. Ты что-то говорил про упоротых москвичистов? Что? Ты упоротый сразу все. Да. Проблема в том, что как бы хочется самому, во-первых, ну и денег мало. Денег, конечно, меньше, чем хочется. В смысле, что? Но это тоже, да. По факту. Фраза как бы построена правильно, но не в твоем случае. Да не побит, сука, у меня, блядь. Мы ебанем 12-й гайки, там, где их не ждут. Чтоб вы поебались. Сильны были деды вот эту хуйню рожковыми ключами перебирать. В натуре сильны. Мне кажется, в следующий раз, когда с этим мотором что-то случится, а с ней по-любому что-нибудь случится, вот зуб даю прям. Я не буду еще один узан брать. Мы же сорезы с ними. Как говорится, цитаты великих пиздоболов. Ну вот и все. Мотор мы собрали. Самое время засунуть его на свое законное место. Как всегда, не обошлось без приколов. У нас тут произошло несколько ситуаций. Во-первых, у меня уже вон там снятый кардан. Коробка, которая сейчас надо мной, как всегда, я очень люблю такие вещи, висит открученная. В общем, получилось так, что коробка не совпадает у нас с мотором. То есть, вот как показать-то вам тут. Вот, короче, вот здесь вот ушки, они не совпадают, и я не понимаю почему, потому что вал-то он как бы уже в моторе, ему деваться некуда, но не совпадает, вот. И еще у меня очень люто сгорела жопа, потому что левая подушка двигателя встала как должна, а правая подушка нифига как должна не встала. То есть вот... Там, вон, отверстие и другое отверстие, то есть две дырки, они тоже не совпадают. Хотя фиксатор, вон, как центровать, вот этот, короче, пенек, он стоит на своем законном месте. Как делают эти запчасти, я, честно, не знаю, в рот их наоборот, короче, всех этих деятелей запчастей. Поверху у нас ситуация тоже крайне непростая, то есть мотор вроде как бы мы заинсталлировали, начали собирать, и тут выяснилось, что корпус термостата, где-то вот он у меня тут старый, ему немножко нехорошо получилось, и все 4 болта у него остались внутри. Внутри они остались настолько жестко, что их вообще ничем, ни сваркой, ни горелкой, ничем, короче, они не доставались. Пришлось ехать и искать другой корпус термостата. Из старого корпуса стали выкручивать тройник не выкручивается. Короче, весь корпус мы нафиг распилили старый, кое-как тройник вытащили. Не знаю, каким чудом, с чьей помощью. В общем, потихоньку идет процесс сбора, но настолько потихоньку, что я даже не знаю, когда эта серия вообще выйдет в продакшн. Уже 3 недели мы это говно ковыряем, и оно все еще вот в таком состоянии. Короче, это капздец. Короче, более-менее все собрали. Осталось, в принципе, только зажигание. Сейчас вот мотор маленько подкрутить. Кстати, посмотри, там вылетит опилка изнутри или нет. А должна? Там, да, опилка внутри. Маленькая. Не вылетела. Вот сейчас будет прикол, если я привод катушки наоборот поставил. Ладно, надо сейчас выставиться и зажигание ловить. И вот тут началось самое интересное. Первый запуск мотора всегда такое, знаете, волнительное ощущение, когда ты вот точно уверен, что ты прям капитальный красавчик, что ты все сделал правильно, что все сейчас четко сработает, и что-нибудь идет не так. Например, мотор не запускается. И еще раз не запускается. И снова, и снова. И ты начинаешь искать ту мелочь, которую ты упустил. Потому что она по-любому где-то на поверхности. И как всегда это бывает, эта мелочь не та, о которой ты думаешь.
чуть подсхватывает что-то. Проблема в том, что он со вкрученными свечками как-то больно легко крутится, как будто в нем реально компрессии нету. Ну хуй знает, у тебя тут и бензина нет. Бензин понятно, там в коробе маленько есть. Причем давление масла есть 100%. Датчик его видит. А искра точно есть? Хуй его знает. Может, искры нет? Может быть. Кручу? Давай. Искра есть. Ну от одного-то бы уже завелось, по идее. Проблема в том, что он слишком легко как-то крутит, мне не нравится. А с чего бы он должен тяжело крутить? Ну, потому что свечки все заткнуты, должна быть компрессия, он должен сжимать. Все. Он не сжимает ничего. Может, у тебя реально просто бак пустой? Все может быть. Ёпту, блядь. Че? Что-то обоссалось? А чего? Маслоподача. Это пиздец. Скоро будет ролик про хуёвые запчасти, и это туда войдет. Погнали? Давай. Но он точно работает не всеми горшками. Ладно, не буду вас томить ожиданием. На самом деле он проработался, продымился, все горшки появились, и после замены свечей мы попробовали выехать. О, чё, пора двери открывать, походу. Погнали. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Пора, погнали дверь открывать. Вообще, я удивлен. Я как смог его отстроил, у нас постоянно убегает зажигание, потому что там трамблер вот так вот болтахтается. Как смог выставил карбюратор, и в принципе он вполне себе стабильно держит холосты, кстати, прогретый. Мотор, конечно, дымит, но возможно это потому, что знает сколько лет лежал. Собственно, господа, первый выезд. Мне кажется, что он стал бодрее, чем был раньше. Старый мотор, потому что был вообще пиздец. И у меня наконец-то появилось давление масла, то есть до этого он показывал что-то около нуля, сейчас хотя бы единичка, двойка все-таки есть. Это уже успех. Еще хрен знает сколько здесь бензина, поэтому может быть мы сейчас обсохнем. Блин, какой прикольный тонкий руль, как не зря я его поставил. Это прям, блин, такое странное ощущение, особенно вот после современных рулей пухлых. Это прям вообще отрыв башки. Не, ну относительно старого мотора он прям бодро идет. Конечно, все понятно, что это Москвич и что он еще не настроен до кучи. Но, блин, прям, да, прям лучше. И не стучит ничего. Я довольный. Да, он поехал, он больше не стучит, и это круто. На самом деле, ну, блин, замена УЗАМа на УЗАМ — это не то, что хотелось бы видеть на самом деле. Ну, хочется что-то интересное. Я, конечно, понимаю, что он не для этого, он не будет валить. Там будут барабанные тормоза, там будет диван спереди в моих влажных фантазиях. Но нет. Нет, все-таки, если с этим мотором что-то случится еще раз, он полетит в мусорку нахер просто, тут же с пинка. Что ж, ну вот и подошли к концу наши адовые мучения, но на самом деле все далеко не так, как кажется. Они только-только начинаются, впереди еще куча работы, чтобы привести это ведро хоть к какому-то удовлетворительному состоянию. Потому что десятки лет простоя вдоль дорог, у каких-то помоек сделали с машиной, конечно, страшное. Сейчас она реально очень плохо выглядит, очень плохо себя чувствует по техничке. Но я думаю, что мы сможем сделать из нее конфетку.
Поэтому обязательно подписывайтесь, не переключайтесь, ставьте лайки. А с вами был Петрович и наш новый проект. Всем пока!